Привет, мой друг. Ты переживаешь из-за своей прически или нового прыщика? Ты психанул из-за того, что твоя собака или кошка нагадили там, где не нужно? Твои родственники или друзья тебя не поняли? Не знаешь, какой акцией воспользоваться сегодня? Да и много других мелочей, которые выводят тебя из себя? Тогда вам нужно ко мне. Мир релакса и спокойствия. Сегодня я покажу вам, как забить на всякую ерунду и направить свою энергию в нужное русло. Вдохновился для этой серии я книгой Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Первое, о чем я хочу напомнить вам, это то, что вы однажды умрете. Да, наверное, это очевидно, но да. Вы умрете, и все, кого вы знаете, тоже умрут. И не о многих вещах вы успеете позаботиться, поэтому, думая об этом, я бы не распылялся на каждом углу и не был бы щедрым на негатив, как этот год щедр на кризисы. Следующий шаг будет заключаться в том, чтобы заполнить свой ум более важными вещами. Например, взять обычного хейтера из моих комментариев. Некоторые люди начинают писать по 5 огромнейших сообщений, комментариев с таким посылом мягкого 100, мягко говоря, и негативом, что как будто я стал самым ненавистным человеком в этой вселенной, как какой-нибудь Адольф или Соловей, я не знаю. То есть вечные 2% дерьма. Но если разобрать этот случай, почему человек такой, то самая очевидная причина это то, что как раз он не направил свою эту энергию в нужное русло, на действительно какие-то важные вещи для себя. Особенно направляя негатив к человеку, который явно этого не заслужил. Плюс, видя опять эти счастливые лица с экрана, что у всех так все хорошо, кроме них самих, подталкивают к этому еще сильнее. Поэтому, пока вы заботитесь о всякой ерунде, типа кто-то с Ютуба сказал что-то, с чем вы не согласны, или вообще из-за недолговечности батареек, например, для пульта, купить 2 щетки по цене одной или одну, но получше, в вашей жизни не останется места для действительно серьезных вещей. И это уже реальная проблема. Поэтому очень важно уметь наплевать. Да, возможно, звучит это смешно и легко, но это не так. Надо не разбрасываться и сосредотачивать мысль на главном, что действительно для вас важно. Поймите, что вы действительно цените, и потом сделайте свой личный отсев. Также просто примите негативный опыт. Это на самом деле хороший опыт, и без него никак нельзя. А те улыбки из Инстаграма, путешествия и вечно довольные лица это то, что люди отбирают в течение года, самые лучшие свои моменты, поэтому не нужно это переносить на свою жизнь. Стремление только к позитивному опыту – это на самом деле опыт негативный, а принятие негативного опыта как раз является позитивным опытом. И чем больше вы смотрите на то, что хотите, тем больше вы хотите этого, и тем больше вы переживаете из-за отсутствия этого. Чем богаче ты хочешь стать, тем беднее ты себе кажешься. Сколько бы ты ни заработал, ты будешь оставаться бедным. Возможно, это путь к развитию для кого-то, но главное здесь баланс. И не уйти совсем в депрессию из-за отсутствия чего-то, что есть у кого-то где-то там в Инстаграме. Поэтому нужно принять, что не все так идеально в жизни, и мы вынуждены время от времени страдать. Страдания на самом деле полезны и созданы не просто так. Так мы меняемся и прогрессируем. Эволюция сделала нас постоянно неудовлетворенными. Поэтому наш вид сражался, боролся, строил и завоевывал. Наша боль и несчастье – это не сбой. Это преимущество. Даже показывая на простом примере, мы чувствуем боль в знак сигнала об опасности. Например, что-то горячее или острое, чтобы мы были осторожны в следующий раз. Или если что-то болит, чтобы мы исправляли это. Также душевная боль нас закаляет и делает только сильнее. И второй раз наступить на те же грабли будет намного сложнее. Поэтому нам нужно это принять, жить с этим и быть благодарным. Так что не надейтесь на жизнь без проблем. А также не смотрите много на других, особенно в социальных сетях. Любой путь к какому-то успеху идет через боль и страдания. Поэтому тут важно выбрать не просто цель, которая вам нравится, а выбрать боль, с которой вы сможете всегда идти и которая вам будет только нравиться.
глупо идти к своей мечте, если путь вам не приносит удовольствия, даже если этот путь нелегкий и иногда даже болезненный. В детстве я мечтал стать крутым пианистом, и я то и дело каждый вечер представлял, как я играю на фортепиано, и толпа людей вокруг меня восторженно слушает и аплодирует. Но мало желать просто вот этой конечной цели. Я желал только именно этого, но я не думал о том, какой путь к этому нужно пройти, чтобы добиться до этого. И сам этот путь к этому меня особо не вдохновлял. И вот почему я и не стал крутым пианистом. Потому что мало того, просто загадать цель, нужно именно, чтобы тебя вдохновлял сам путь от этого процесса. Также, возможно, кто-то смотрит на меня, например, как я живу где-то за границей с красивым морем и вечным теплом. Имею удаленный доход, который позволяет мне много отдыхать и наслаждаться. Но никто не думает о пути к этому, о том, что сначала нужно было поработать и находить еще свободное время для такой работы, которая непонятно, принесет тебе что-то или нет. Все смотрят только на конечную цель, а не на тернистый путь, который полон сомнений и непонятных вопросов. Только люди, которым нравится боль в спортивном зале, имеют красивое тело и впечатляющий результат. Только люди, которые терпят отсутствие денег и голод, добиваются результата в искусстве. Часы работы и борьбы определяют наши успехи. А из-за нашей недалеко идеальной системы образования, которая нацелена на успех и наказывает за неуспеваемость, мы стараемся еще больше избегать неудачи. Плюс еще могут быть строгие родители, которые постоянно тебя ругают, если ты проявляешь себя как-то или делаешь что-то новое. Родители, которые не позволяют детям ошибаться. А тут еще и социальные сети, и СМИ, рассказывающие о достижениях других людей и успехах просто на каждом углу. А представьте ребенка, который только-только учится ходить. Когда он падает, он же не говорит: ну все, это не мое, я больше не буду ходить. Или там, когда учится говорить, не получилось что-то сказать, он не говорит: ну все, я больше не буду говорить, это не мое, у меня не получается. Нет, он встает на ноги и продолжает снова и снова, пока у него не получается это делать идеально. Но мы слышим только о самых ярких моментах в людях. У нее такое красивое тело, он так здорово играет на фортепиано и получает награды. Этот режиссер так круто снимает и имеет Оскар. Все только лучшее из лучших. Но что насчет пути к этому? Об этом история умалчивает. И вот мы думаем, что только мы сидим на дне болота среди успешных успехов. А многие этим пользуются. Оттуда и появляются всякие курсы и вебинары, как за 7 дней стать супер-пупер бизнесменом, миллионером и прочие ереси. А кто-то просто психует и идет писать озлобленные комментарии, в лучшем случае, а то и стрелять по людям на улице. Мы с ужасом вспоминаем, как люди жили 500 лет назад. А представьте, что они будут думать о нас через 500 лет. Они, возможно, станут смеяться над тем, как во главу угла мы ставили деньги и карьеру, как мы расхваливали знаменитости и селебрити, но боялись сказать доброе слово своим близким, посмеются над нашими суевериями и ритуалами, на отношения к однополой любви, возможно, над денежной системой, над расовыми предрассудками. Они поймут про нас то, о чем мы никогда даже не догадывались. Поэтому нам нужно просто признаться, что мы ошибаемся на протяжении всего нашего пути. Просто, возможно, с каждым разом чуть меньше, чем раньше. Когда мы узнаем что-то новое, мы не переходим от неправильного к правильному. Мы переходим от неправильного к чуть менее неправильному. Мы всегда находимся в пути. Вы скажете: окей, мои ценности – это отстой, и я избегаю ответственность за свои проблемы. И я мелкое эгоистичное существо, думающее, что весь этот мир крутится вокруг только моих проблем. Ну как же это изменить? Но изменяй или не изменяй, но ты делаешь выбор каждую секунду своего дня. О чем ты заботишься, а о чем нет. Поэтому, чтобы измениться, просто измени объект своих забот. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя.